Девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам. Я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно. Поэтому, если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. Также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам. Спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такую классную пару варежек. В предыдущем видео мы с вами вязали вот этот капор. Если кто не видел, перейдите по ссылке, посмотрите. Пряжа у меня все та же самая, Yarn Art Milano. Варежки я вязала крючком 4 в 2 нити. Я вязала в 2 нити, потому что мне показалась эта пряжа в одну нить слишком тонковата. Смотрите, она прям тоненькая. Ну, в принципе, неудивительно. Здесь, смотрите, в 50 граммах 130 метров. Поэтому в 2 сложения нити получилась оптимальная толщина варежки. Смотрите, какой могу дать совет по поводу варежек. Если вы сейчас просмотрели весь этот мастер-класс и вообще не поняли, о чем я говорю, но варежки вам очень понравились и вы захотели их связать, просто возьмите, свяжите со мной попетельно моего размера, ну, получается, я вязала на себя, свяжите прям попетельно, посмотрите, что у вас в итоге получится, и когда вы уже провяжете одну целую варежку, вы уже поймете, о чем я говорила в течение всего видео, и вы относительно вот этой связанной вами варежки с легкостью сможете связать варежку именно конкретно на свою ручку. Что касается параметров моей руки, вы, конечно же, на нее не ориентируйтесь. Просто, возможно, если у вас очень приближенная, либо такая же, вы просто будете вязать прям попетельно, точь-в-точь по моим размерам. Смотрите, вот в этом месте, в самом широком, у меня размер примерно 20 сантиметров, так, не в натяг. Еще вот этот параметр от кончика среднего пальца. Ну вот, например, там, где заканчивается кисть, 18 сантиметров. Длина моей варежки получилась в готовом виде 23 сантиметра. Узор на этих варежках нам уже знаком. Мы его использовали вот в этом кардигане. За счет определенного сочетания столбиков получаются вот такие красивые косички. Также напоминаю, у меня есть мастер-класс по вязанию варежек-митинок. Можете перейти посмотреть. Итак, начинаем вязание. Для начала нам нужно связать вот такую деталь, в которой у нас поместится свободно наша ладошка. То есть сами будете выбирать, какой ширины вы хотите связать. Кто-то любит более узкие варежки, кто-то любит наоборот посвободнее. Эта деталь вяжется достаточно просто. Вот ее схема. Просто я вам покажу примерно, чтобы вы понимали наглядно. Смотрите, вот эта одна линия, вот одна обозначает 2 ряда. То есть, например, вот хвостик, да, начало вязания. Вот хвостик начала вязания. Здесь мы набираем нужное количество петель и возвращаемся обратно. То есть как бы раз, два, то есть 2 ряда провязали. Вот следующая линия, то есть получается 3-й, 4-й ряд. То есть 1 линия, 2 ряда. Но вы сейчас это все поймете попозже. То есть как бы 1 линия у меня обозначает 1 косичка. Да, вот смотрите, вот эта 1 косичка состоит из 2 рядов. Мы набираем первую косичку. Вот первая линия, это первая косичка. Мы набираем вот до этих пор. Смотрите, вот это моя первая косичка вот снизу, и вот она, видите, как бы изгибается. Далее, смотрите, вот это и это. 3 косички у меня укорочены, видите, они как бы идут лесенкой. Вот смотрим то же самое. Вот смотрите, вот косичка, вот ее макушка, вот макушка 2-й косички и макушка 3-й. То есть, видите, вот как бы в ряд, вот это они. Далее, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 5 косичек, вот я их объединила. У меня они в количестве 5 штук, то есть это та часть, которая дает нам ширину варежки. Если у вас широкая ручка, вяжем нужное количество рядов здесь, то есть побольше. Если у вас узенькая, тоненькая ручка, вяжем нужное количество вам этих рядов здесь, вот посерединке. То есть это та часть, которая отвечает за ширину варежки. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5 косичек. Вот считаем целые 5 косичек. То есть они у нас, видите, здесь с ровным краем сверху. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Вот они, 5 косичек. И далее просто симметрично этому краю делаем здесь на убавление. То есть здесь провязываем укороченный ряд, здесь и здесь. Вот 3 ряда лесенкой. 1 косичка, 2, 3, вот видите, скос. И потом последней косичкой, то есть 2 рядами, закрываем их. Вот смотрите, последняя косичка, она как бы закрывает вот эти укороченные ряды. В принципе, это несложно, я вам просто сейчас наглядно показала, как мы это будем делать. Далее вот этот важный момент, который вы будете подбирать лично каждый под себя. В принципе, это недолго, практичным путем можно будет подобрать. Какое количество петель набирать на вот эту изначально набранную цепочку. То есть, как я уже сказала, вот этот вот первый ряд, вот отсюда он идет и вот до сюда. Вот эту часть
Вот она. Нужно будет подобрать по себе, потому что невозможно заранее сказать, какой длины она получится. Я вот, опять же, на глаз все это сделала. У меня это получилось попасть. То есть, смотрите, у меня вот такая длина варежки получается. Как вот сейчас показать? Ну, вот, к примеру, здесь пальчики закрыты. И вот такая длина резиночки. То есть, когда вы наберете воздушную цепочку из какого-то количества петель и потом по ней провяжете в обратную сторону, как мы сейчас и будем делать, вот эта воздушная цепочка сожмется до тех пор, какая она будет потом во всем вязании. То есть она больше не растягиваться, не ужиматься больше не будет. Все, и вот вы когда провяжете воздушную цепочку и первый ряд по ней, вы уже можете приложить, посмотреть, нравится ли вам, какая длина получилась. Если у вас, к примеру, она получилась очень длинная, вы распустите с расчетом, сколько вам нужно уменьшить петелек, либо если она получилась у вас наоборот коротенькая, да, вы хотите подлиннее, поймите, насколько петелек вам еще нужно добавить на воздушную цепочку, и все, и таким образом у вас получится отличная перчатка нужной вам длины. Обязательно пользуйтесь маркерами в этом мастер-классе, они очень упростят нам задачу. Как я уже сказала, варежки я буду вязать в 2 нити. Смотрите, берем из внутренней части кончик и вот снаружи. То есть в этом клубочке отлично вытаскивается серединка. Длина моей воздушной цепочки составляет 50 воздушных петель плюс 1 петля подъема. Всего я набираю сейчас 51 воздушную петлю самым обычным способом. Делаем закрепительную петельку и набираем воздушные петли. Вот она, моя воздушная цепочка. Еще раз я вам объясню. Смотрите, то есть сейчас нет смысла прикладывать воздушную цепочку к руке, потому что видите, какая она у меня длинная получилась. А когда сейчас я провяжу по ней первый ряд, она у нас уменьшается. То есть это, в принципе, получается у нас абсолютно всегда, когда мы вяжем какое-либо изделие. То есть по изначально набранной цепочке мы никогда не ориентируемся ни по длине, ни по ширине изделия. Длина резинки моей варежки состоит из 13 петель с соединительными столбиками. Все остальное полотно получается 50 минус 13, 37 петелек. Одну воздушную петлю мы не считаем, она никак не относится к полотну. Вы можете выбирать длину вашей резиночки абсолютно любой. Смотрите, как вам больше нравится. И смотрите, получается, от самого верха, где у нас закончилось вязание, за задние перемычки, вот так переворачиваем на бочок, как обычно, со второй перемычки от крючка, вот она первая спряталась, и вот вторая. Со второй перемычки от крючка я провязываю соединительный столбик с накидом. Таким образом у нас получаются вот такие красивые косички. Смотрите, чтобы каждый раз мне не пояснять, все это будет очень легко. Смотрите, снизу, вот, да, это нижняя часть нашей варежки. Снизу вверх мы провязываем всегда только соединительные столбики за заднюю стеночку косички. А сверху мы провязываем до нашей резиночки нужное количество петель соединительные столбики с накидом и нужное количество петель на резиночку только соединительными столбиками. Все за заднюю стеночку косички. Что снизу наверх, что сверху на низ. Всегда за заднюю стеночку. Я сейчас провязываю за вот эти перемычки 37 соединительных столбиков с накидом. Это будет основное мое полотно. Делаю накид. Во вторую перемычку от крючка продеваю крючок. Вытаскиваю петельку. Смотрите, 3 петельки на крючке. И вот этой, вот самой, которая слева, я захватываю ее крючком и ее провожу через вот эти 2. Это и есть соединительный столбик с накидом. Обязательно отмечаем вот эту первую петельку. Далее делаем то же самое. Накид в следующую перемычку. Продеваем крючок. Вытаскиваем петельку. И эту же петельку через 2 петельки на крючке. Еще раз. Все, и таким образом провязываем до того места, где у нас начнется резинка. Вот что у нас получилось, провязали. Здесь осталось 13 петель на мою резиночку. Вы выбираете любое количество петель на резинку, сколько вы захотите. И резинку мы провязываем сверху вниз, как я уже сказала, просто соединительными петельками. Также продеваем в перемычку крючок и провязываем сразу же соединительный столбик. Первый. Тут, в принципе, считать нет смысла. Далее следующий. Просто вот соединительные столбики провязываем. И, кстати, когда будете вязать резиночку, что в обратную сторону, что снизу вверх, не затягивайте ее сильно. Все, и таким образом соединительными столбиками провязываем до конца. Все, довязали до конца. И все, смотрите, вот в этом моменте уже можно, в принципе, приложить вот так к ручке.
это все примерно. И с большой вероятностью у вас она уже останется вот в такой длине. То есть если вас устраивает, что у вас получилось, длина варежки, то вы, в принципе, можете продолжать вязание. И далее провязываем снизу вверх. Как я уже сказала ранее, просто соединительными столбиками. Сейчас провязываем такое количество петель, чтобы от начала, там, где у нас маркер, у нас осталось 6 непровязанных петель. Это количество будет абсолютно у всех, независимо от того, какое количество петель вы набирали. В конце каждого ряда делаем воздушную петлю подъема на следующий ряд. Поворачиваем изделие всегда в одну и ту же сторону, либо вот так на себя, либо вот так от себя. Это нам нужно для того, чтобы у нас был ровный край варежки здесь снизу. Провязываем до верха. Со второй петельки от крючка, всегда будем вязать со второй петли, просто соединительные столбики за заднюю стеночку косички. Первая, ее можно отметить, чтобы в следующем ряду ее не искать. Все, и таким образом провязываем до конца, не довязывая 6 петель. Вот, смотрите, подобрались к верху варежки, я оставила 6 непровязанных петель, вот. Вам тоже я нарисовала, видите, минус 6, то есть как бы 6 недовязанных петелек. И, как я уже сказала ранее, линия у меня обозначает 2 ряда. Сейчас просто опускаемся вниз. Делаем воздушную петельку подъема на следующий ряд. Разворачиваем со второй петельки от крючка. Первая, вторая, за заднюю стеночку. Провязываем, как я уже сказала, сверху вниз мы провязываем до резинки соединительный столбик с накидом, а резиночку просто соединительным столбиком. Итак, делаю накид во вторую петельку за заднюю стеночку, провязываю соединительный столбик с накидом. Эту петлю обязательно отмечаем, чтобы не терялась. Все, и так провязываю до резиночки. Подошла к своей резиночке. Мне проще отсчитывать каждый раз от нижнего края 13 петель и провязывать. Если вы хотите делать и так же, ну, можно, в принципе, здесь где-нибудь поставить маркер, чтобы каждый раз не отсчитывать эти петли на вашу резиночку. Все, а резинку я вяжу просто соединительными петлями до конца. Каждый раз, когда мы будем подходить к нижнему краю, в самую последнюю петельку, отмеченную маркером, мы будем провязывать не как все полотно за заднюю стеночку, а за всю косичку. Таким образом, этот край будет менее подвержен растяжению. Провязали соединительный столбик, петля подъема, разворачиваемся. Мы сейчас связали вот эту вот косичку, а далее мы вяжем вот эту. Мы должны сейчас провязать до уровня вот этой предыдущей, провязываем до вот этого маркера укороченного ряда. Со второй петельки от крючка просто соединительными столбиками. Первую петлю всегда отмечаем. Вот подошли к маркеру укороченного ряда. В петельку, отмеченную маркером, также за заднюю стеночку провязываем соединительный столбик. И вот смотрите, это я так чисто для себя, потому что мне так удобно и понятно. Я написала, что вот в этой косичке еще плюс 2 петельки. Что это означает? Это означает, что мы еще 2 петельки должны подсоединить вот к вот этой длинной. Вот эта петелька у нас занята, видно, да, что она растянутая. Вот получается в самую свободную первую за заднюю стеночку провязываем первый соединительный столбик и сразу же в следующую второй соединительный столбик. Все, таким образом мы как бы добрали 2 петельки. Делаем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем до конца, до низа варежки провязываем как обычно. Провязываем в последнюю петлю, как обычно, за 2 стеночки. Петля подъема, разворачиваем. Так, смотрите, мы связали вторую косичку. Ну, вот как бы, ладно, вот первая, вторая, третья. И вот, смотрите, считаем. Получилась первая, вторая, третья косичка. Далее вяжем очередную косичку. Точно так же будет, как и вот на предыдущей. Также плюс 2 петельки. Будем подсоединяться к вот этому вот носику, который у нас вот здесь остался. Итак, до маркера провязываем, как обычно, нашими петлями. Довязали до маркера. В маркер, петельку, отмеченную маркером, также за заднюю стеночку провязываем соединительный столбик. И вот, как я уже сказала здесь ранее, прибавляем еще 2 петельки. То есть опускаемся к вот этой вот части. Вот, видите, у нас это вытянутая занята. Вот первая, самая целая петелька за заднюю стеночку провязываем. Первый соединительный столбик и второй. Делаем петельку подъема, разворачиваемся, до низа вяжем, как обычно. В
последнюю петлю провязываем петельку за обе стеночки. Петля подъема, разворачиваем. Итак, смотрим, мы провязали очередную косичку, как бы ее зачеркиваем. А далее будем провязывать и уже как бы сравнивать наш вот этот верхний край. Будем его выравнивать. То есть, видите, у нас осталось здесь, у вас точно так же должно остаться 2 непровязанные петельки. В следующем ряду мы сейчас их закроем. Провязываем до нашего маркера, как обычно. Подошли к маркеру. В маркер провязываем петельку за заднюю стеночку. Вот, и оставшиеся 2 петельки провязываем аналогично. Сначала первую за заднюю стеночку, соединительный столбик. И вот в последнюю, как раз она отмечена маркером у нас. Кстати, его можно убрать, чтобы не мешал. Все, провязали. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем и до низа вяжем, как обычно. Провязываем последнюю петлю. Петля подъема, разворачиваем. Итак, зачеркиваем еще одну косичку. Вот наша первая косичка, которая как бы сравняла вот этот верхний край. Вот смотрите, у нас здесь больше нет перепадов. И смотрите, с этого момента вам нужно провязать такое количество косичек, которое вам нужно на ширину вашей варежки, как я уже сказала ранее. Здесь вот эта внутренняя ширина варежки у меня составляет 5 косичек. Раз, два, три, четыре, 5. Я сначала провязала 4 косички, потом довязала вот эту часть до конца. Смотрю, примеряю и понимаю, что она мне, скорее всего, будет очень узкая. То есть, смотрите, мы должны же не просто так, да, по верхней части приложить в стык, а мы же должны еще чуть-чуть вот так зайти на бочок, то есть так, чтобы все было хорошо при сшивании. В принципе, на данном этапе можно вот эту деталь примерно приложить к руке, вот так, да, чтобы вот эта часть примерно была посерединке нашей ладошки, кисти. Вот, смотрим, что вот эта часть у нас заканчивается примерно вот на этом месте. У вас она может заканчиваться ближе сюда, к указательному пальцу. Далее потом прикладываем эту же детальку сюда, чтобы было здесь примерно вот этот край совпадал с вот здесь посередине кисти. Смотрим, что примерно вот здесь у нас заканчивается, да, вот этот край. И нам нужно провязать еще вот такое количество дополнительной ширины нашей варежки. Это как примерно можно понять, сколько нужно провязать здесь в середине косичек. Смотрите, вот мы здесь провязали одну полноценную косичку, да. Вот здесь я приложила, с этой стороны одна косичка уже есть, с этой стороны я приложила, уже одна косичка есть. И вот надо посмотреть, какое количество косичек еще впишется вот в этот промежуток. Но я это поняла опытным путем, как я уже сказала ранее. То есть я сначала провязала 4 косички, потом довязала вот это все полностью до конца. Примеряю, смотрю, что она слишком узкая, распустила до вот этого момента, довязала еще одну косичку и потом закончила. То есть сейчас провязываем нужное количество рядов, нужное количество вот этих вот косичек. У нас уже здесь сверху выровнялся край, поэтому мы вяжем просто от маркера до маркера, просто обычными поворотными рядами, без всяких убавок. То есть, смотрите, здесь от низа вяжем вверх до нашего маркера, потом петля подъема вниз до нашего маркера и так далее. Вяжем нужное количество рядов, и вы обязательно должны закончить свое вязание здесь снизу. Итак, смотрим, что получилось. Смотрите, это была та косичка, которая выровняла наш край. Вот она первая. И я еще провязала 4 косички. Раз, два, три, 4. Вот, зачеркиваю. Первая косичка, вторая, третья, четвертая. Всего у меня 5 косичек. Вы провязываете нужное свое количество косичек на свою ширину ручки. И сейчас уже будем провязывать здесь край вот с такими вот убавками. Сейчас поднимаемся от резиночки и не довязываем до маркера, оставляем 2 петельки. Подобрались к верху варежки, у нас осталось 2 петельки. Сейчас делаем просто петлю подъема и вяжем в обратном направлении до конца. Вот что у нас получилось. Смотрите, здесь образовалась ступенька. Вот этот ряд, я его уже зачеркнула. Вот они, минус 2 петельки, которые мы не довязали. Следующие 2 ряда вяжем аналогично. То есть сейчас провязываем до вот этого нашего маркера, не довязываем 2 петельки. Подошли к маркеру укороченного ряда. Вот, оставляем 2 петельки, первая и вторая отмечены маркером. Поднимаемся, делаем петлю подъема, разворачиваем, вяжем до конца. Довязали еще один укороченный ряд, вот я его зачеркиваю. И нам осталось еще один рядок сделать. А сейчас провязываем аналогично. До маркера не довязываем 2 петельки, останавливаемся, петля подъема и вяжем до низа.
И вот что у нас получилось. Провязали еще один укороченный ряд. Вот он, я его зачеркнула. И сейчас нам осталось провязать последнюю косичку, которая будет объединять все вот эти убавки, сгладит этот край. Сейчас от низа провязываем до маркера. Подошли к маркеру, в петельку за заднюю стеночку провязываем столбик соединительный. И сейчас будем соединять, объединять все вот эти убавки. Вот у нас здесь на нижней ступеньке были, помните, 2 недовязанные петли. Провязываем в них сначала в одну за заднюю стенку, потуже. И тут же следующую соединительный столбик. Далее следующая ступенька из 2 петелек. Сначала в одну провязываем, потом во вторую. И последняя ступенька также, видите, у нас осталось 2 петли. Их объединяем. Сначала провязываем одну петельку, потом последнюю, вторую. Делаем петлю подъема и по обратной стороне провязываем до конца. Итак, вот что у нас получилось. Вот провязали последнюю косичку. Все, на этом моменте мы сейчас должны примерить, посмотреть, хорошо ли сидит варежка. То есть смотрите, чтобы здесь она у вас была не в натяг. Если все устраивает, сейчас уже будем вывязывать пальчик. Еще раз, для этой детали из вашего будет только лишь вы самостоятельно подбираете, какое количество петель набирать на изначально набранную цепочку. И сами регулируете, какое количество вот этих вот косичек по серединке вам нужно провязать, что дает ширину вашей варежки. Все остальное, вот эти -6 петелек, вот эти +2, +2, здесь -2, -2, -2, здесь вы повторяете идентично, как я вам только что показала. Вязать варежки так же, как и носки, конечно же, лучше параллельно, чтобы была одинаковая плотность вязания. Например, смотрите, до какого момента можно довязать сначала одну варежку, то есть вы набрали какое-то количество петель на свою цепочку, провязали один ряд, смотрите, что вас устраивает длина цепочки получившейся. Провяжите, например, вот это количество рядов с вот этими прибавками, плюс одну вот эту косичку. Потом идентично провяжите такое же количество рядов на второй варежке. Потом вы провязываете какое-то количество рядов здесь в ширину, заканчиваете полностью варежку и смотрите, нравится ли вам ширина варежки, все ли хорошо сидит. Если все хорошо, тут же приступаете к довязыванию второй части. И сейчас приступаем к вывязыванию пальчика. Смотрите, какой классный получается. Очень хорошо. Пальчик в нем сидит, все комфортно. Вот здесь у нас закончилось вязание. Сейчас будем здесь вывязывать пальчик. Смотрите, я здесь нарисовала схему. Я думаю, она и вам будет понятна. Сейчас все поэтапно, каждую строчку будем провязывать вместе. Кстати, делайте точно такие же пометки себе на понятном вам языке. Возможно, вы как-то по-другому будете обозначать, потому что вам нужно будет вязать и вторую варежку, чтобы вам было это комфортно и быстро вязать, потому что все по видео вязать это очень долго будет. Вы просто раз связали какой-то промежуток, раз сделали какие-то себе обозначения. И точно так же будете вывязывать на второй варежке. Это очень удобно. Итак, смотрите, моя резинка, как мы помним, состоит из 13 петель. Мы их сейчас провязываем. Возможно, у вас 15, 20, 10, 5 петель. Провязываем ширину своей резиночки. И сейчас, когда мы будем вывязывать пальчик, мы будем соблюдать точно такой же узор. То есть снизу наверх мы будем провязывать только соединительные столбики, сверху до низа. Но, кстати, мы не будем здесь, когда провязывать пальчик, мы не будем затрагивать резинку, поэтому мы будем вязать просто сверху вниз, просто с соединительными столбиками, с накидом. Поэтому я каждый раз этого говорить не буду. Я буду просто говорить: вяжем вверх, вяжем вниз. Сейчас провязываем свое количество петель, которые у вас на резинке. Далее, смотрите, до пальца, что означает. Я сейчас прикладываю вот к этой заготовке свою ручку, смотрю, чтобы здесь пальчики у меня упирались. Но не прям вот сюда, потому что у нас здесь шовчик будет, а чуть-чуть пониже. Так, и смотрю, где у меня начинается вот здесь раздвоение, да, вот между указательным и большим. И сейчас вот примерно до вот этого места, не примерно, а точно, до вот этого места мне нужно провязать какое-то количество петель. У меня это также просто совпало 13 петель, как и на резиночке. У вас это может быть свое количество. То есть, смотрите, вот мы вяжем резиночку. И сейчас до вот этого места провязываем также соединительными столбиками. Я еще провязываю 13 петель.
Вот у меня я провязала, здесь у меня раздвоение как бы пальчиков. Сейчас отсюда будем набирать воздушную цепочку на наш пальчик. И смотрите, я вам рекомендую отметить следующую петельку вот по полотну свободную, да, вот мы провязали. Вот у нас следующая свободная. Она нам потом пригодится, когда мы начнем вывязывать вторую часть варежки, чтобы потом вот эту петельку не искать. Возьмите ее, отметьте сейчас. И смотрите, сейчас нам нужно набрать такое количество воздушных петель на наш пальчик, чтобы нам было потом комфортно, когда вот мы будем его, когда мы будем варежку надевать. Я изначально сначала в первом варианте провязала маловато воздушных петель, а потом, когда я связала пальчик, я примеряю, он меня сидит некомфортно, он меня прям врезался, давил здесь сверху. Поэтому я распустила тот первый вариант и связала с нужным количеством петель. Смотрите, я на свой пальчик набираю 13 воздушных петель плюс 1 петля подъема. В первом варианте я набрала, по-моему, 10 петель, он был коротковат, так что если вы даже тоже ошибетесь, ничего страшного, с первого раза сложновато будет угадать точную длину воздушной цепочки на пальчик. Поэтому, если он у вас получится, либо наоборот вы переборщите и свяжете слишком длинный, ничего страшного, потом распустите пальчик, он вяжется в принципе быстро, и потом свяжете с новой, с учетом новых петель. Итак, вот отсюда я набираю на свой пальчик 13 воздушных петель плюс 1 петля подъема. Всего набираю 14 петель. И еще такой совет, именно когда мы вяжем пальчик, вяжите чуть-чуть свободнее вязкой, чем вот здесь основное полотно, чтобы потом по итогу, когда он у вас уже будет готов, чтобы он у вас не прилегал так сильно, не давил вот здесь по объему, потому что тоже, когда я первый вариант связала, слишком туговато я его затягивала, когда вязала пальчик, и он меня прям сильно слишком сдавливал палец, не очень это было комфортно, хотя, возможно, со временем пряжа растянется, но поначалу, когда я буду его разнашивать, будет не очень комфортно. Поэтому вяжите не сильно туго. Все, и смотрите, сейчас начинается вот такая легкая схема. Смотрите, давайте вот прям поэтапно. 13 это мои 13 петель на пальчике. То есть вот здесь вот эту цифру вы подставляете свою. То есть у вас, к примеру, 10 петель на пальчик вы набрали, плюс 1. Одну не считаем, это петля подъема, она ни к чему не относится. То есть здесь у вас 10, возможно, петель, либо если у вас длинные пальчики, 15 вы набирали. Вот здесь подставляете вот это вместо моих 13 свое число. Все вот это, все последующие цифры вяжутся у всех на все ручки одинаково. Здесь вы уже ничего своего не добавляете. Вот довязали воздушную цепочку. Переверните так, чтобы мы сейчас вязали за задние перемычки. Возможно, надо будет вот так высунуть крючок и вот так с другой стороны вставляем. Вот смотрите, наши перемычки, вот наша косичка. И вот за задние перемычки сейчас будем провязывать. Я сейчас провязываю свои 13 петель. Вы провязываете свое количество плюс 3 петельки. То есть провязываем вот этот весь пальчик плюс 3 петли по полотну. Вниз провязываем, как обычно, соединительные столбики с накидом. Вот со второй перемычки от крючка. Первую петельку обязательно отмечаем. Вот я провязала 13 петель по воздушной цепочке, и вам нужно не потерять ту петельку, в которую мы сейчас будем провязывать. Вот эта следующая петелька свободная, целая. В нее мы сейчас и должны будем провязывать также за заднюю стеночку. То есть все соблюдаем точно такой же рисунок, как и на основном нашем полотне. И я провязываю плюс 3 петли. Петельки провязываю первый столбик, далее второй и третий. Провязали. Далее, видите, стрелочки вяжем вверх, вниз, вверх, вниз. Далее вяжем следующий ряд наверх, не довязываем одну петельку, видите, минус 1. Каждый раз я тоже не буду вам говорить, делаем петлю подъема, разворачиваем. Все это логично, делаем все это каждый раз одинаково. Во всех рядах, то есть провязываем до маркера наверх, не довязывая одну петельку. И обязательно, как я уже сказала, отмечаем на пальчике все вот эти первые петельки. Вот мы довязали до конца ряда сверху, в петельку, отмеченную маркером, не провязываем. Это и считается минус 1 петелька, то есть одну мы не провязали. Петля подъема, разворачиваемся. Далее, в следующий раз вниз, провязываем ровно до маркера, плюс еще 3 петельки по вот этому полотну. Провязываем до маркера. Подобрались к маркеру, в маркер провязываем петельку. И провязываем еще 3 петли по вот этому полотну. То есть вот ищем на полотне первую свободную целую петельку. Вот она. И точно так же за заднюю стеночку. Провязываем 3 столбика. Первый,
второй и третий. Петля подъема, разворачиваемся, далее вяжем вверх. Нам нужно провязать плюс одну петельку, то есть провязываем до маркера. Вот у нас здесь ступенечка получилась. И плюс одна петелька, то есть вот в предыдущую вот эту ступеньку. Точно так же, как вот мы здесь делали. Все прям идентично. Провязываем до маркера. Довязали до маркера. В маркер также провязываем петельку. И плюс одна, это означает, спускаемся вот на эту ступеньку, когда вот мы оставляли минус одну петельку вот в этом ряде, видите? Провязываем также за заднюю стеночку соединительный столбик. Петля подъема, разворачиваем. Далее вяжем вниз и провязываем еще 3 петли. То есть вяжем вниз до маркера и здесь еще по полотну 3 петельки. Дошли до маркера, в маркер провязываем петлю. И по полотну провязываем еще 3 петельки. Первая. Здесь, когда вот спускаемся вниз, подтягивайте вот эти петельки, самые первые, чтобы здесь не было отверстия. Вторая и третья. Петля подъема, разворот. Далее вяжем наверх. И опять не довязываем до маркера одну петельку. Довязали до маркера, петельку, помеченную маркером, не трогаем, то есть это минус одна петля. Петля подъема, разворачиваем, вяжем вниз и опять вяжем до маркера и плюс 3 петельки по полотну. В петлю, отмеченную маркером, провязываем петельку, как обычно, и по полотну провязываем еще 3 петли. Вот эту петельку подтягиваем потуже. Первая, вторая и третья. Петля подъема, разворачиваем. Далее в следующем ряду провязываем до маркера и плюс одна петелька, то есть спускаемся на нижнюю ступеньку. Петлю, отмеченную маркером, провязываем столбик и плюс одна петелька. То есть спускаемся на вот этот нижний ряд, где у нас вот ступенька, да, была, и провязываем одну петельку. Петля подъема, разворачиваем. Далее следующий ряд вяжем вниз, минус 3 петельки, то есть не довязываем до маркера и оставляем 3 петельки здесь снизу. Вот провязали вниз, осталось 3 недовязанные петельки. Вот это отмечено маркером, плюс еще 2. Делаем петлю подъема, разворачиваем, вяжем вверх, не довязывая до маркера, одну петельку. Вот петелька, отмечена маркером, мы ее не провязываем. Делаем петлю подъема, разворачиваем, вяжем вниз и также оставляем недовязанными 3 петельки. Дошли вниз, петелька, отмечена маркером, 1 петля и еще 2 непровязанные петли. Петля подъема, разворачиваем, далее вяжем вверх, плюс 1 петелька, то есть сглаживаем вот эту нашу ступеньку. Провязываем до маркера, в петлю, отмеченную маркером, провязываем петельку. И плюс 1, вот спускаемся на нижнюю ступеньку, провязываем 1 петлю. Петля подъема, разворачиваем. Далее провязываем вниз и опять не довязываем 3 петельки до маркера. Довязали до конца, вот осталось 3 петельки, 2 вот этих и отмеченная маркером. Делаем петлю подъема, разворачиваем. И смотрите, нам сейчас нужно посчитать, чтобы вот здесь от верха до нашего крючка и вот здесь с этой стороны от верха до вот этого нашего места было одинаковое количество петель. Смотрите, здесь я набирала 13 петель на свой пальчик, соответственно, и здесь нужно сделать так, чтобы у меня было 13 петель. Смотрите, у меня здесь получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И еще 1, 2, 3 свободные петельки. Их я просто провяжу вверх, просто, как обычно, соединительными столбиками. У вас это может быть свое количество. Возможно, получится так, что у вас совпадет, что здесь получилось сразу же одинаковое количество, и здесь. Возможно, у вас нужно будет довязать чуть-чуть побольше петелек. Сейчас будем сшивать. Вот это наша лицевая сторона, там где вот эти у нас красивые косички. Маркеры уже можно убрать. И сейчас складываем лицевой стороной друг к другу наш пальчик.
И сейчас будем сшивать крючком. В принципе, можно и иголкой. Можно взять крючок поменьше, чтобы было удобно сшивать. Вот таким образом. Переворачиваем так, как вам будет удобно. Все, и смотрите, нужно прям попасть петелька в петельку, чтобы здесь сверху край сошелся. В принципе, вот можно сверху отсчитать еще раз, какое количество петель у вас получилось здесь. И вот чтобы все было прям ровненько. Подсоединяем крючок в петельку. Отсчитайте, в какую нужно, то есть из какой петли торчит у вас здесь вот эта петля, где мы закончили вязание, в такую же продевайте по счету здесь, на этом крае, на противоположном. Продеваем вот эти вот петельки, подтягиваем и сшиваем до конца. Смотрите, здесь на ближайшей к нам стороне продеваем крючок за 2 дужки петельки. Здесь на противоположной стороне продеваем за заднюю стеночку косички и провязываем, как обычно, давайте соединительными столбиками. Далее под всю косичку переднюю и за заднюю стеночку на задней стороне. И таким образом сшиваем до конца. Вот довязали до самого верха пальчика. Здесь осталось небольшое отверстие. Сейчас нам нужно отрезать хвостик по длине, чтобы мы сейчас смогли затянуть это отверстие. Вытаскиваем хвостик, заправляем в иголку. И сейчас, как обычно, это делается просто по кругу, вот прям по верхнему краю. Продеваем. Можно вот не за одну маленькую петельку, видите, там внутри образовывается дырочка, а вот за 2 какие-нибудь захватите, прям по краешку. И вот так прям затягиваем хорошенько. Потом не надо прям слишком близко вязать, можно так чуть-чуть подальше, чтобы побыстрее затянулось это отверстие. Когда уже полностью у вас стянулось отверстие, здесь можно вот так насквозь, чтобы прям вообще больше оно никогда не разошлось. Вот так прям насквозь пару стежков сделать. Все, ниточку здесь можно обрезать, закрепить на узелочке. Вот что у нас получилось. Выворачиваем на лицевую сторону, примеряем. Отлично. Все классно. Все, и сейчас уже будем приступать к вывязыванию второй половинки варежки. Помните, я вам говорила отметить маркером то место, откуда мы начинали вывязывать пальчик, чтобы не искать эту петельку. Вот сейчас от нее мы поднимаемся к самому верху варежки. Тут можно было не убирать маркер, чтобы не искать самую последнюю петельку. Вот когда мы довязали вот эту последнюю косичку. Помните, вот когда мы поднимались сюда, здесь мы поставили маркер и пошли вниз. Здесь не убираем маркер. Сейчас подсоединяем нить в петельку, которая чуть ниже отмеченного маркера, за заднюю стеночку. Помним, да, что мы снизу наверх идем только соединительными столбиками. За заднюю стеночку подсоединяем новую нить, закрепительная петелька. Здесь хвостик можно ставить чуть-чуть побольше. Если у вас здесь между пальчиками вот в этом месте образуются дырочки, да, какие-то отверстия ненужные, потом этой же нитью будет удобно их сшить. Все, убираем маркер. И провязываем до верха варежки, как обычно. Вот эту самую первую петельку, которую мы сейчас провязали, ее можно отметить, чтобы когда мы сейчас пойдем в обратном направлении, не захватить лишнее. Подошли к верхнему краю, в петельку, отмеченную маркером, провязываем соединительный столбик, как обычно. Делаем петлю подъема, разворачиваемся и вяжем до вот этого нашего маркера. Подошли к маркеру, там, где у нас пальчик. В него мы, как обычно, провязываем соединительный столбик с накидом. И сейчас уже будем сглаживать вот эти наши получившиеся ступеньки. А помните, вот здесь у нас на каждой ступеньке мы не довязывали 3 петли, не довязывали тут 3 петли, 3, 3. Сейчас вот в эти 3 петли оставшиеся на каждой ступеньке будем провязывать. Вот смотрим, первая ступенька, вот первая петелька, вторая, третья. Вот прям на нас смотрят. Точно так же по нашему узору провязываем соединительный столбик с накидом в первую петельку. Здесь потуже подтяните, чтобы было как можно меньше здесь отверстия. Видите, они все равно получаются. А для этого мы оставили хвостик. Потом просто зашьем. Далее на этой же ступеньке вот вторая свободная петля. И вот прям самая последняя она прячется. Вот мы их обычно отмечаем маркерами. В нее также провязываем столбик. Далее следующая.
состоит также из 3 петель. Провязываем аналогично. И вот еще вот эти 2 ступеньки. Вот тут 3 петли и вот тут 3 петли провязываем. Вот что у нас получилось. Смотрите, все ступеньки сгладили. Смотрите, у меня до моей резинки остался 1 столбик с накидом соединительный. Все, дальше я провязываю свою резинку. У вас, возможно, здесь свое количество петелек останется, так что не забывайте соблюдать рисунок. В конце, как обычно, вот эту петельку, отмеченную маркером, провязываем последний соединительный столбик. Петля подъема, разворачиваем. И смотрите, как вы уже поняли, сейчас мы провязали вот эту вот косичку. Вот сейчас мы поднимались вот отсюда, да, вот место начала пальчика. Мы поднялись в самый верх, а потом сейчас спустились вниз, когда соединяли все ступеньки. Все, мы оказались внизу. Вот она получилась наша первая косичка. Вот она первая косичка. Все, и далее вяжем все абсолютно идентично, как вот мы вязали на вот этой части. И встретимся, когда вот свяжем вот эту последнюю большую закрывающую косичку. Встретимся здесь в конце. Итак, вот что у нас получилось. Мы довязали абсолютно идентичную деталь, так как мы вязали с самого начала. Вот, то есть мы связали вот эту последнюю косичку, подобрались к самому низу. И сейчас уже можно будет сшивать, заканчивать варежку. А перед этим посмотрите, вот здесь между пальчиком и основным полотном, если большие какие-то у вас отверстия, если они вам не нравятся, вот для этого мы оставляли вот этот вот хвостик. Просто продеваем в иголочку. И с изнаночной стороны просто закрываем все вот эти недочеты. И вот смотрите, что получилось. Все отверстия исчезли. Здесь закрепляем на узелочке, нить обрезаем. Все, и начинаем сшивать. Складываем лицевой стороной друг к другу варежку. Продеваем крючок в самую нижнюю петельку, здесь на противоположной стороне, там, где у нас начало вязания, за обе стеночки косички. И сюда продеваем вот эту петельку, которая у нас осталась. После того, как мы закончили вязание, делаем закрепительную петлю. Далее ищем следующую петельку. За обе стеночки хватаем крючком, за другую косичку на противоположной стороне продеваем крючок за заднюю стеночку косички. То есть сшиваем точно так же, как и пальчик. Таким образом, шов получается с лицевой стороны практически незаметным. Он очень хорошо вписывается вот в это наше вязание, в наше полотно. Еще раз. Продеваем крючок за 2 стеночки косички у одной косички и за заднюю стеночку на противоположной стороне. И провязываем соединительный столбик. Все, и таким образом провязываем до конца ряда. Как вы уже поняли, здесь у нас абсолютно идентичное должно быть количество петель. Если у вас, к примеру, там на одну больше, либо на одну меньше, ничего страшного. Этой одну петельку можно куда-то спрятать. Если у вас большое расхождение, то лучше вам все это перевязать и проверить, в каком месте вы ошиблись. И после того, как провязали здесь по самому длинному шовчику, здесь вот оставшееся отверстие точно так же закрываем, аккуратненько провязываем здесь по самому краю, прикладывайте друг к другу, прям вот ровно, что было, получившиеся косички с этой и с этой стороны, и просто вот продевайте сначала с одной стороны. Смотрите, вот, к примеру, сюда не продевайте, здесь, видите, большое отверстие получится, а захватите вот какую-нибудь ближайшую одну петельку, и вот так получится намного лучше. Не будет большого отверстия. Продеваем с этой стороны, потом с противоположной. И точно так же провязываем соединительный столбик. Все, и таким образом провязываем до конца ряда. Довязали до конца отверстия. И смотрите, если вы не хотите, чтобы, когда вот мы сейчас вывернем на лицевую сторону, чтобы варежка выглядела такой угловатой, да, вот в этих местах, просто можете вот так скашивать немного вот этот уголочек. То есть провязывайте не прям четко вот отсюда, а вот чуть-чуть, не доходя до конца. И точно так же здесь. Дошли до уголочка, либо даже чуть-чуть не доходя, и чуть-чуть вниз одну петельку. Все, на этом моменте заканчиваем. Здесь можно нить обрезать, завязываем на узелочек. Здесь снизу вот этот хвостик от самого начала вязания также можно либо спрятать вот таким образом в шовчик, прям вот так вдоль шва за петельки, либо просто завязать на несколько узелков и обрезать. Готово. Выворачиваем на лицевую сторону.
Делаем контрольную примерку, все ли вам нравится, не туго ли вам вот эта ваша резиночка, все ли хорошо с пальчиком, длина варежки. Если все устраивает, я вас поздравляю, мы полностью закончили вязать варежки. Как вы уже поняли, вторую варежку мы вяжем абсолютно идентично, то есть здесь нет разделения на левую и правую. Они абсолютно комфортные, что одна варежка, что на одну руку, что на вторую. Очень комфортно для пальчика все, двигать им можно, здесь ничего не сковывает движение. Смотрите, вот эта ширина вот этого места будет зависеть от того, насколько много вы прибавляли в середине вот этих наших косичек. Помните, я вам говорила то, что отвечает за ширину нашей варежки. То есть, если у вас узкая ручка, а если у вас здесь мало провязанных косичек, то варежка у вас получится такая более аккуратненькая, без вот такого тупого носика широкого. Как раз из-за того, что здесь у вас провязано меньше рядов, и она у вас просто будет визуально выглядеть уже. И вот такие прекрасные варежки у нас получились. В предыдущем видео в комплект к варежкам мы вязали вот такой капор. Если кто еще не видел, переходите по ссылке, смотрите. Наш комплект полностью готов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!